Hola, amигос, друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами сравнивать жизнь в Уругвае и жизнь в Москве. Сейчас будем разбираться, где же жить легче. Сразу небольшой спойлер. Вы должны понимать, что эти страны, в принципе, очень сложно сравнивать. Вы должны понимать, что Россия больше Уругвая в 100 раз. Население России больше Уругвая в 42 раза. И общий ВВП у России больше в 27 раз. Но ВВП на душу населения в Уругвае выше, чем в России в 1,5 раза. Если Россия входит в топ-10 стран мира по запасам ресурсов, то Уругвай, наоборот, этим не богат. Но большое но. В Уругвае минеральная добыча не влияет на ВВП страны. Индекс счастья в Уругвае 6,6 баллов. Выше мирового среднего 5,5. А из России мне таких данных вообще не удалось найти. Поэтому я думаю, вы понимаете, что я была объективна и честна, как могла. Потому что это действительно сложное сравнение. Поэтому, если что, не судите строго. Ну и, конечно, не забывайте подписываться не только здесь, но и на мой Телеграм и Инстаграм. Потому что там, конечно, я выкладываю еще больше информации, еще больше жизни своей и еще больше жизни в Уругвае. Ну что, погнали, давайте начинать. Для сравнения я буду брать две столицы. Столицу в России Москву и столицу в Уругвае Монтевидео. Хотелось бы с вами посмотреть среднее значение зарплат. Учтем с вами налоги, медстраховки. Но, опять же, в России, можно сказать, что медицина бесплатна. Сравним расходы на питание, также сравним расходы на транспорт и другие бытовые вещи, которые как-никак присутствуют в нашей жизни. Мы будем смотреть, исходя из средних зарплат и там, и там. И, конечно, для более честного сравнения мы будем брать пару без детей, которая живет на съемном жилье и не имеет машины, то есть пользуется общественным транспортом. И в итоге мы должны узнать, сколько денег свободных останется у москвича, а сколько денег останется у жителя Монтевидео. Монтевидеовца, получается. В общем-то, начнем с вами с доходов. По статистике я посмотрела на 26 год. В Москве примерно средняя зарплата это 100 тысяч рублей. Это абсолютно понятно, что кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше. Мы берем что-то среднее. Опять же, из этой суммы мы вычтем подоходный налог 13%. Он фиксированный. И на руки работодатель нам выплатит 87 тысяч рублей. Теперь возьму Монтевидео. Здесь, конечно, вопрос по зарплатам очень спорный, очень сложный, но в среднем я взяла $1000. И система здесь немножко посложнее. Может быть, в России точно так же, если что, поправьте меня. Но как делается в Уругвае? Работодатель удерживает зарплаты. Пенсионный взнос 15%, медстрахование от 3 до 8% в зависимости от заработка, от статуса семьи, от численности семьи, и так далее. Вы поняли. Так как мы берем в расчет одного человека без детей, мы возьмем минималку 3%. И также работодатель удерживает 0,1% фонд переквалификации. Что такое фонд переквалификации? Так сказать, фонд. Если человек теряет работу, он может рассчитывать на какие-то социальные выплаты, он может рассчитывать на некую поддержку в виде каких-то курсов, на определенные специальности. Также участвовать в программах адаптации. Собственно, здесь сильная система защиты работников. В общем, если мы все эти поплатки вычтем, то на руки наш уругваец получит $819.
Но как же подоходный налог, спросите вы? Он тоже тут есть, но он не фиксированный, а прогрессивный. То есть до определенной суммы 0%, потом идет 10%, 15%, 25% и так далее. Наша зарплата попадает под 0%, поэтому об этом долго говорить не будем. Теперь к нашему сравнению. Вспоминаем, что мы берем пару без детей. Оба работают и оба получают зарплату. Получается, что в Москве наша пара будет зарабатывать 174 тысячи рублей, а в Монтевидео 1638 долларов. Почему вдвоем? Просто потому что пара, работающая, получающая зарплату, просто-напросто может себе позволить больше, чем один человек. Давайте же уже наконец перейдем к основным расходам. В первую очередь это, конечно, жилье. Аренда, коммунальные услуги и домашний интернет. Цены, конечно, очень разнятся от района к району, что в Москве, что в Монтевидео. И я посмотрела, что в Москве в среднем однокомнатная квартира за пределами Центрального кольца будет где-то 65 тысяч рублей. Да, мы не берем какой-то люкс, мы не берем совсем уж аморку, мы берем опять же что-то среднее. Коммунальные услуги у меня получаются в среднем где-то 11 тысяч, исходя, конечно, из потребления. Опять же, кто-то потребляет больше, кто-то меньше. Повторюсь, среднее значение. И интернет 700 рублей. То есть того на жилье в Москве наши москвичи тратят 76 700 рублей. А это, прошу заметить, 44% от семейного бюджета. В Монтевидео я также взяла средненький район, и квартира однокомнатная в этом районе будет стоить 700 долларов. Коммунальные услуги в среднем посчитаем 165 долларов, а интернет 30 долларов. Итого наши уругвайцы будут тратить в месяц на свое жилье 895 долларов, а это 54% от их семейного бюджета. Следующее у нас, конечно, продукты питания. Потому что нам всем нужно питаться. Тут, конечно, вкусы у всех разные, порции разные, мы опять все будем усреднять. В Москве при более-менее сбалансированном питании где-то уходит 27 тысяч на взрослого человека. Здесь, конечно же, мы не учитываем питание в ресторанах и кафе. То есть на двоих человек будет выходить 54 тысячи, если готовить дома. Ну и если немножко баловать себя, да, какими-то вкусняшками. Можно, конечно, тратить еще меньше, но давайте как-то будем реалистами и немножко приближаться к реальности, к среднему классу. Поэтому мы берем такие средние значения. А в Монтевидео будет выходить 550 долларов на двоих, питаясь также сбалансированно и позволяя себе какие-то вкусняшки. Конечно, в Уругвае точно так же, как в Москве, можно экономить, можно ходить на рынки, покупать там фрукты, овощи во фруктории и так далее. Ну, в общем, вы поняли. Походы в рестораны и кафе мы не учитываем, но если взглянуть на это одним глазком, то в Москве в среднем 4500 мы оставим за ужин, а в Монтевидео 50 долларов. Это, конечно, не обязательная трата, все-таки среднему кошельку и в Москве, и в Уругвае, в Монтевидео будет немножко тяжело питаться. Следующая у нас категория – это транспорт. Напоминаю, что наши парочки ходят либо пешком, либо ездят на общественном транспорте. Машину себе позволить, к сожалению, они не могут. В Москве я взяла среднюю цену проездного 3200 рублей, а в Монтевидео 54 доллара. Кто-то платит единоразово, кто-то покупает сразу абонемент, а кто-то пользуется транспортом пару раз в неделю. Поэтому опять же я взяла вот такие средние значения. Следующая категория – это прочие обязательные расходы. Сюда я включила одежду, товары для дома, товары для гигиены. В общем, вы поняли. Это тоже все индивидуально, поэтому я решила взять 5% от семейного бюджета у каждой пары. То есть для Москвы это будет 8700 рублей, а для Уругвая 82 доллара.
Хотелось бы, конечно, отметить, что в Уругвае одежда, какие-то бытовые вещи будут дороже, чем в Москве, поэтому тут уже становится тяжелее. Следующий пункт про медицину. В России она бесплатна, ну как бесплатно, да, опять же она обеспечивается за счет налогов, но в Уругвае у нас, допустим, работодатель уже взял этот процент на медстраховку, поэтому в это мы не будем сильно углубляться, мы это уже, можно сказать, разобрали. Итак, давайте же сложим все наши базовые расходы, которые наши парочки будут тратить ежемесячно, просто чтобы жить в этом мире. В Москве, если мы учтем все, о чем мы говорили, у нас выйдет 142 600 рублей. И свободных денег у нас останется 31 400 рублей, что в перерасчете на доллары по сегодняшнему курсу это 404 доллара. Ну, я могу вам сказать, даже неплохо. А в Уругвае наша парочка ежемесячно будет на базовые нужды тратить 1581 доллар, и свободных денег у нее останется лишь 57 долларов. Тут уже становится напряженно. Ну, а если взять, например, что у нас есть жизнь помимо работы, что нам тоже хочется сходить в кино, погулять, выпить кофе. И если в России как раз-таки наша пара еще может себе позволить сходить в кафе, выпить кофе, поужинать в ресторане хоть разок, то наша уругвайская пара, ну просто одним походом в кафе убьет себе весь бюджет просто в ноль. Но вот выпить бокальчик вина или пива за 6 долларов в среднем еще уругвайская пара может себе позволить. Про отпуск и путешествия сложно говорить в обоих случаях. В обоих случаях люди на это копят и откладывают. Я думаю, по нашим результатам в принципе понятно, да, что в Уругвае люди привыкли откладывать. Здесь по-другому нельзя. Если в России по статистике более 45% людей вообще не думают о подушке и не откладывают деньги, то в Уругвае это скорее необходимость. Ну что, подводим с вами итоги. Как бы печально это ни было, но наша уругвайская пара просто обязана строго соблюдать свой бюджет. В Москве же наши москвичи могут позволить себе чуть больше, и у них больше остается свободных денег. Хоть в обоих случаях наши парочки тратят большую часть на базовые нужды, как жилье и еду, но все-таки москвичам попроще, они более комфортнее себя чувствуют. Ну а если у вас появится ребенок? Нет. Не будем о грустном. В общем, вот такое необычное видео я решила снять, показать на примере, да, сравнить жизни как в Москве, так и в Монтевидео. Я честно старалась брать какие-то средние значения. Я буквально сутки потратила, чтобы вот исследовать каждую категорию. Если есть какие-то погрешности, извините, вы можете написать в комментариях, да, по каким-то определенным пунктам, но думаю, так картинка в целом всем ясна. Мне прям очень интересно узнать, какие впечатления, эмоции вызвали наши парочки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я сама, когда загорелась вот этой идеей сделать такой ролик, мне самой было очень интересно, каков будет итог. И, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я правда старалась. Я вычитывала все статьи, все заметки, все журналы. Я разговаривала с чатом GPT. Говорят, искусственный интеллект помогает. Угу. Вообще ни в чем мне не помог. Я связывалась со знакомыми с Москвы. Кстати, Тёма, если ты смотришь это видео, спасибо тебе большое. Ты реально мне помог. За мои труды поставьте лайк. Всем спасибо. Пока-пока.